Есть такой старый советский анекдот. Человек разбрасывает листовки на Красной площади. КГБ хватает его, смотрит на листовки, а там ничего не написано. Что ж ты пустые листовки-то разбрасываешь? А чего писать? И так все понятно. Сейчас этот анекдот звучит уже не смешно. Просто потому, что вполне себе тянет на реальное событие. С единственным отличием. Граждане у нас интеллигентные. Белые листы не разбрасывают, а просто берут в руки. За что их задерживают силовики и штрафуют судьи. Так случалось и до войны. А с 2022 года российские правоприменительные практики и вовсе оторвались от реальности и логики. Цель такого рода репрессий – внушить гражданам, что бы вы ни делали, для вас всегда статья найдется. Мы на канале очень редко говорим про абсурдные наказания за несуществующие правонарушения. Лить воду на эту мельницу, внушать зрителям чувство обреченности не в нашем духе. Однако сегодня в качестве исключения поговорим об этом, потому что случай уж совсем вопиющий. (2017 год. Государственный Кремлевский дворец. На главную сцену страны выходит совсем юная исполнительница Настя Авдеева. В руках у нее большой плюшевый медведь. Сначала звучит композиция «Мама», которая обрела огромную популярность в СССР благодаря антивоенному фильму «Был месяц май». Он вышел еще в 70-м году. Затем музыка меняется, и Настя Авдеева запевает песню «Милые добрые взрослые, отмените войну». В конце десятых и в самом начале 20-х дети младшего школьного возраста часто исполняют эту песню на разных мероприятиях, особенно на День Победы. Сложно было тогда представить реальность, в которой детская песня, вот только что звучавшая в Кремле, привлечет внимание правоохранительных органов. Однако недавно суд в Уссурийске на 30 тысяч рублей оштрафовал Дину Онищик, воспитательницу детского сада с 40-летним стажем. Она помогла воспитанникам подготовить выступление к фестивалю детского творчества, посвященного Дню Победы. В ходе выступления дети исполнили эту песню, но не только. На сцене появились плакаты «Нет войне» на русском, английском и украинском языках. Частично повторилась история, как в том самом анекдоте. Листы были, конечно, не пустые, однако надпись «Нет войне» шла без каких-либо уточнений. Ее так-то можно трактовать любым образом. Кто знает, может, это призыв к вашингтонским ястребам или, как сейчас выражается пропаганда, к киевской хунте. Кстати, английский — это один из языков ООН, а украинский имеет официальный статус в 2 регионах, вписанных в Российскую Конституцию — в Крыму и в Херсонской области. То есть оба языка использовать в России совершенно легально. Однако сотрудники полиции, увидевшие запись концерта, решили действовать на упреждение. Мол, и так все понятно. А суд в своем решении употребил следующую формулировку. Послушайте. Онищик Д.Р. организовала исполнение воспитанниками композиции, содержащей обращение «Милые, добрые взрослые, отмените войну», которая сопровождалась рисунками с надписями «Нет войне», оформленными на русском, английском и украинском языках. Тем самым осуществила публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности путем публичных призывов к воспрепятствованию использования вооруженных сил Российской Федерации в указанных целях. Бредятина. Обсудим это все подробнее после короткого объявления о моей книге. Хочу напомнить вам про свою книгу «История новой России». Там понятным языком изложены события конца 80-х, 90-х и нулевых годов. Эти события непосредственно влияют на нашу жизнь по сей день, но о них россиянам известно меньше, чем о произошедшем 100 лет назад. В книге подробно описано, какие проблемы стояли перед реформаторами, какие были альтернативы экономической реформе, как победа Ельцина в конфликте с Верховным Советом создала предпосылки для появления путинской автократии, и как именно Путин строил в нулевых свой режим. Мы структурировали книгу так, что очень легко разобраться, где, когда и что происходило. А еще мы сделали классное оформление, чтобы книга была не просто источником информации, но и украшением личной библиотеки или отличным подарком. Доставляем мы не только в Россию, но и в Казахстан, Армению, ну и по всему миру. Все ссылки я оставлю в описании.
Там же вы можете приобрести и наш мерч. Продолжаем. Мы говорили об абсурдном судебном решении, вынесенном по делу Дины Анищик. На это судебное решение обратила внимание член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова. Посмотрите на вот ее пост. Анищик не только армию дискредитировала, она использовала детей для демонстрации своей позиции, то есть прикрылась ими. На вопрос, почему плакаты еще и на украинском, она нагло заявила, потому что в той войне участвовали и украинцы. Только были они советскими людьми и говорили все на русском. Хорошенький такой правозащитник. В 1943 году советские фронтовые кинооператоры записали уникальную кинохронику со звуком прямо в траншеи на передовой. Там под стрелкотню пулеметов пехотинцы поют украинскую песню «Ой ты, Галю». Заявлению Марины Ахметовой удивились бы не только те фронтовики, кто говорил и писал письма на украинском, но и те, кого они освобождали. З жовтня 1941 року протягом 22 місяців я знаходився в тенетах німецьких загарбників. Стоит тут заметить, песня «Отмените войну» содержит очевидные отсылки к известным строчкам советского поэта Роберта Рождественского «Убейте войну, прокляните войну». Эти стихи были выгравированы на одном из воинских мемориалов в Бахмуте. На экране у вас сейчас кадр из видеорепортажа об автопробеге по памятным местам Солидар-Бахмут-Часов-Яр 9 мая 2021 года. Сегодня 3 этих донбасских города полностью уничтожены. Как-то не очень комфортно в связи с этим звучат слова Ахмедовой из того поста. Войны не хочет никто, это очевидно. И те, кто поддерживает СВО, поддерживают не войну как таковую, а операцию по защите прав русских. Воспитатель не обязан этого понимать, но она обязана не вовлекать детей в свои сомнительные дела. Полиция, суд и член Совета по правам человека сочли антивоенную песню и плакат «Нет войне» сомнительным делом. Набросились на педагога, у которой, как вскоре выяснилось, на операции по защите русских был тяжело ранен зять. Видимо, в логике подобных обвинителей от человека, у которого пострадала собственная семья, следовало бы ожидать бравурных настроений, мол, да, войне. Такой оптимистичный настрой предлагает подхватить, например, и замминистра обороны Анна Цивилева. По ее словам, Россия именно благодаря войне вышла в мировые лидеры в отрасли протезирования. Вот радость-то какая! Мне кажется, это огромный, колоссальный рывок в протезной промышленности, вообще в научной такой реабилитации, где срочно начали наши протезисты инвестировать в том числе в науку. И это очень отрадно, потому что мы буквально недавно ездили в Китай, где изучали опыт, и я вам скажу, наверное, впервые мы находились в этой командировке и чувствовали чувство гордости и понимание, что сейчас как раз участники СВО нам позволили выйти на такой приоритетный флагманский уровень, когда то, что делает государство, гораздо выше многих стран. Участников СВО, которые потеряли на фронте части тела, Цивилева назвала драйверами для новых разработок. Более того, если бы не инвалидизация десятков тысяч солдат, не получили бы шанса на новые разработки еще 11,5 миллионов россиян, живших с инвалидностью и до войны. Не секрет, что 11,5 миллионов инвалидов, которые у нас проживали до СВО, они не были активно задействованы и как раз не имели той возможности активно социализироваться в жизнь, получив травму. Если верить официозу, война – это лучшее, что случалось с современной Россией. Как же, мол, можно говорить «нет прогрессу» и просить остановить войну или отменить ее? От войны растет ВВП, обретают смысл жизни русские кузьмичи. Если помните, в 22 году возник такой пропагандистский штамп. Дескать, в нашей стране живет особенная порода людей – кузьмичи, которые могут найти себя и раскрыть свой внутренний потенциал только среди тягот и лишений войны. Тогда же Путин рассказывал, что гораздо лучше погибнуть на фронте, чем от водки.
Самая продаваемая в России книга по психологии называется «Скажи жизни да». В это же время самый расхожий месседж государственных СМИ «Скажи да войне», что проявляется в большом и в малом. Например, в сюжете ВГТРК, который рассказывает о преимуществах такого веяния военного времени, как отключение интернета. Тут сейчас мы поставим минутный фрагмент из Владимирской области, из репортажа, который там показали. Посмотрите, вряд ли вы часто смотрите телевидение из Владимирской области. Вот вам минутное погружение. Жители Владимирской области перешли на вынужденный цифровой детокс. Вместо отдыха со смартфоном они стали больше гулять и общаться с близкими. О том, как отключение мобильного интернета у всех операторов связи изменили привычки горожан и какие лайфхаки предлагают эксперты, в нашем репортаже. Еще совсем недавно владимирцы не расставались со смартфонами. В устройствах были и развлечения, и шопинг, и даже работа. Но временное отключение интернета, которое сейчас случается во Владимирской области и вызванное требованиями безопасности, помогли людям перейти из цифрового мира в реальный. С одной стороны, владимирцы сталкиваются с новыми задачами. Невозможно посмотреть, когда приедет автобус, не везде проходит оплата по карте и QR-коду, а с другой освободилось время для других важных дел. Когда мы встречаемся с друзьями, идем гулять, мы не сидим в телефонах и больше общаемся. И еще я запомнила расписание своего автобуса. С отключением интернета начинаешь ценить простые вещи, такие как прогулка, чтение, встречи с близкими. Освобождаешься от стресса, тревоги. Практика абсурдных наказаний за несуществующие правонарушения вызывает у людей, которые следят за новостями, довольно мрачные чувства. Не менее, а возможно более мрачно, выглядит раздуваемый по поводу войны государством оптимизм. В одном случае мы имеем дело с безумной бюрократической машиной, в другом – с безумием как таковым. Псевдопозитивное мышление, примеры которого мы приводили в исполнении власти и госпропаганды, ощущается как попытка свести тебя с ума. По сути, это она и есть. В словах «отмените войну» и «нет войне» нет никакого двойного дна. Они означают буквально то, что в них заложено. Не должны страдать и гибнуть люди, не должны стираться с лица земли целые города и села. Лозунг «да войне», который не произносится вслух, но которым в путинской системе пронизано все, от судебных решений до репортажей региональных телеканалов, этот лозунг предлагает то еще издевательство над собственным сознанием. Ты как-то должен принудить себя выискивать позитив там, где его в принципе нет и быть не может. Мыслить категориями «ну да, мол, оторвало кому-то руки, но зато какой задел для разработчиков протезов». Под моими роликами иногда встречаются комментарии со свежих аккаунтов, зарегистрированных прямо в день выхода видео, в которых порой сквозит такая мысль. Очень хорошо разрушать, мол, украинские города на Донбассе, потому что теперь Россия отстроит их лучше прежнего. Сплошной же позитив. Чё тут нет войнекать? Вот только все то, о чем нам пришлось сегодня говорить, обладает огромной саморазоблачающей силой. Судебным решением по поводу того концерта на День Победы система сама определила свое место. Сама же себя разоблачила. Как однажды, еще в 22-м, когда суд счел дискредитацией российской армии, плакат «Фашизм не пройдет». Буквально в судебном решении указали, что эта фраза выражает негативное отношение к вооруженным силам России. Без дополнительных пояснений фразу эту можно было бы отнести на чей угодно счет. Однако московский суд сам решил связать слово «фашизм» с вторжением в Украину. Не менее саморазоблачительными оказываются реплики Путина и его родственницы Цивилевой. Всякие сюжеты на ГосТВ в поддержку войны. Возможно, конкретно сейчас толерантность к ним несколько выросла, потому что всякую альтернативу провоенному бреду система старается задушить. Но пройдет время, и все это можно будет показывать людям без лишних комментариев. В скором будущем люди в России будут просто охреневать от путинской риторики. Как сейчас охреневают даже просоветски настроенные люди, когда случайно сталкиваются с реальными газетными статьями и языком времен, например, Ежовщины. Будет время, когда словеса времен позднего Путина будут вызывать естественную реакцию, когда не надо будет даже ничего изобличать. Просто потому что все и так понятно. До завтра.